День 1644. Алекс на связи. Вчера настраивал сервер типовой для умного дома. Этот сервер я делаю на базе Orange Pi 3. Я взял просто старый образ для этого сервера. На нем в этом образе установлена не самая свежая версия Linux Debian и не самая свежая версия Home Assistant. Ей уже больше года. Также установлен Zigbee MQTT, ему тоже почти больше года. И все это еще подключается через стик. Эти устройства будут интегрироваться на этом сервере. На этом стике прошивки вообще 2 года, но более свежей нет. Стик используется не самый мощный. Это не стик от Ценов, это стик на базе микросхем C2531, и он не самый мощный, он, наверное, самый слабый из всех, и на нем прошивка, она не поддерживает версию 3.0. Можно поставить прошивку, которая поддерживает Zigbee 3.0, но она работает не очень стабильно. Я попробовал, у меня вообще, в принципе, устройства не подключались и потом сразу отваливались, даже те, которые подключались, что, в принципе, я не стал использовать. Может быть, проблема была не конкретно со стиком и с прошивкой, а с чем-то еще, с каким-то другим ПО, или просто я что-нибудь в настройках неправильно сделал. Но я не стал разбираться, потому что стик, конечно, не предназначен, и зачем его так мучить. В принципе, в основном устройства все работают. Если использовать эту прошивку старую, все подключается, и розетки, и выключатели, и все датчики. Например, я подключаю и устройства, и датчики от Xiaomi, подключаю устройства и датчики от Tuya. Они все нормально интегрируются и, в принципе, работают вполне корректно. После того, как я включил этот сервер, на нем нормально все запустилось. В принципе, стик заработал, и даже к нему подключались устройства, но они как-то ненадежно работали, периодически отваливались. Но это было в первую очередь, наверное, связано с тем, что сам сервер от этих устройств находился довольно далеко, и фактически, на самом деле, без каких-то роутеров, то есть, например, какой-нибудь розетки или выключателя, который работает от постоянной сети электрического тока, то сами устройства беспроводные, они, конечно, слабые, сигнал у них слабый, и через 2 стены уже, в принципе, сигнал практически показывает 0, и уже никакие команды не проходят. Но на всякий случай я еще решил обновить версию Zigbee MQTT до самой свежей, это версия 1.30. В принципе, она нормально запустилась, установилась, и в принципе устройства начали все работать тоже корректно, но это не помогло решить эту проблему, связанную с тем, что через некоторое время эти устройства отключались. В Home Assistant он тоже был уже установлен и интегрирован Zigbee MQTT, все устройства появились, они там нормально отображались. В принципе, никаких особых особенностей не возникало. То есть, в принципе, все работало, как и ожидалось. Была возможность еще интегрироваться с Яндексом, чтобы колонку подключить. Но по какой-то причине соединение с экосистемой Яндекса не получалось сделать. Там, по сути, в Home Assistant я сразу заранее поставил HAX и сразу скачал модули все необходимые для интеграции с Яндексом. Как раз за последний год еще вышла версия Яндекс Smart Home модуль, который позволяет интегрироваться Home Assistant с умным домом от Яндекса. То есть он позволяет устройство пробросить именно в саму экосистему Яндекса из Home Assistant. И туда тоже не подключался этот Home Assistant, то есть не получалось залогиниться.
Ну, на всякий случай я решил вообще переустановить Home Assistant. Это, в принципе, не так уж и сложно. И нормально скачалась новая версия, все установилось. Конечно, новая версия Home Assistant опять начала ругаться на версию Python. До этого использовалась версия 3.9. Но в обновлении уже Home Assistant просит версию 3.10. Я, конечно, пока не стал менять версию Python, потому что на самом деле это не, во-первых, так уж просто сделать, а во-вторых, даже когда версию Python ставишь новую, часто возникают разные проблемы с тем, что Home Assistant хоть и просит ее, но опять же сейчас есть версия Python и 3.11, но почему-то вот Home Assistant указывает именно 3.10, а на ней может и не работать. После обновления Home Assistant, ну точнее чистой установки заново, нужно опять настроить HACS. Для того, чтобы его настроить, все-таки нужно иметь учетную запись на GitHub. И, в принципе, я уже пароль забыл, пришлось устанавливать. Но в целом это не так уж и долго занимает много времени, но для неподготовленного пользователя, конечно, иметь столько много учеток в разных экосистемах, в разных системах и сайтах, это не очень удобно. И после того, как HACS установился, пытался установить модули Яндекса, это для интеграции с колонками, и модули для интеграции с умным домом Яндекса, но они не скачивались. Конечно, там небольшой поиск в интернете показал, что это какая-то проблема на стороне серверов с репозиториями Home Assistant. Ну и в итоге пришлось вручную просто скачать и установить нужные модули в этот HACS. После этого попробовал подключить к экосистеме Яндекса через QR-код. В принципе, подключение происходит очень просто, очень быстро. И оно сразу заработало и нашло, там эта интеграция нашла колонку Яндекса, и нормально можно было управлять. Сами сценарии разрабатывать в Home Assistant в принципе несложно. Есть несколько вариантов вообще для быстрого написания сценариев. Конечно, даже для того, чтобы связать, допустим, умную лампу и кнопку беспроводную, это все равно нужно написать сценарий. Если это просто включение и выключение, то достаточно одного. Но если они немножко отличаются, например, если при включении хочется определенное действие сделать, чтобы, допустим, восстановился какой-то режим этой лампы, то нужно отдельно сценарий на включение сделать, и потом просто если хочется выключить, то отдельно сценарий на выключение. Более сложные, конечно, сценарии, это уже можно только на языке программирования писать отдельно в виде скриптов. Там уже, конечно, будет побольше возможностей. Но это все равно фактически будет на уровне системы, там несколько сценариев. Но и в самом Home Assistant можно, конечно, довольно быстро делать сценарий. Например, выбираешь розетку, у нее сразу появляется возможность добавить в автоматизациях необходимый сценарий. Это сценарий, в котором розетка будет выступать в качестве исполнительного устройства. То есть выбираешь, например, включение розетки, и дальше система открывает готовый шаблон, в котором уже включение розетки прописано. Нужно только выбрать триггер, на основании которого эта розетка будет включаться, и событие, которое нужно проверить, чтобы и свойства других устройств, чтобы они соответствовали, если это нужно. Например, если открыт датчик открытия дверей и окон, и при этом нажимается, например, кнопка, то там включить эту розетку. То есть такое событие написать очень просто. Если наоборот хочется, чтобы какое-то устройство или датчик выступал в качестве триггера, то наоборот можно взять, создать новый сценарий, выбрать из списка, например, что этот датчик будет триггером и определенного свойства выбрать, и останется только указать розетку, ну и также, если нужно, какие-то
дополнительные события прописать, если они нужны. И тогда это будет выполняться. То есть, в принципе, написание занимает не больше времени, чем это я проговорил. Конечно, это намного проще. Единственное, что таких сценариев получается слишком много. Например, при срабатывании датчика открытия включить розетку, а когда срабатывание прекратится, то выключить розетку. Это уже фактически 2 сценария. Если еще, например, по нажатию на кнопку на одиночный клик включать розетку, а на двойной клик выключать розетку, это еще 2 сценария. То есть итого 4 сценария, что в принципе достаточно много, и в этом интерфейсе уже не очень удобно, конечно, будет это все администрировать. В принципе, Orange Pi 3 неплохо подходит на роль сервера умного дома. У него есть встроенная eMMC память, и в принципе можно в нее перенести операционную систему. Этой памяти 8 гигабайт, в принципе немало, но, конечно, при установленных всех необходимых библиотеках и системах, то есть и Home Assistant установленным, остается не так уж и много места, то есть порядка 1 или чуть меньше гигабайта свободного места. Это, в принципе, иногда может критично быть. Если не отключать логи, то, в принципе, память может забиться. Но я по умолчанию всегда отключаю все логи, потому что это, во-первых, и память экономит, и на производительность сказывается положительным образом.